Это вот поджигает трубку, которая горит с температурой плазмы. Они делают сейчас прожог в корпусе реактора для того, чтобы подать туда азот. И азот будет подан по трубам, которые предназначены для охлаждения реактора. Я так думаю, что они находятся под реактором, и там находиться они могут не более нескольких минут, в связи с тем, что там достаточно высокие поля радиационные. Ну, порядка 100-200 рентген. Но работают они спокойно, поскольку опустились ребята для того, чтобы сделать этот прожог. Это ютемовцы. Ну вот я, судя по тому, как они в снаряжении находятся, вот этот огнезащитный костюм. Арсений Сергеевич, откуда вы? Из Москвы. А, москвичи. Какая задача? Что вы сейчас делаете? Ну, нам задача поставлена, вы окно, метр на метр. А сроки, конечно, сжатые. Метр на метр. Понятно. Размер дан такой, что мы должны, что должен туда попасть человек для установки приборов для проверки температуры воздуха в бассейне Барбадера. То есть это единственная возможность завести туда прибор для того, чтобы проверить состояние, где мы находимся. Мы находимся, мы прожгем это отверстие, туда мы будем, человек, который там будет находиться. Ну тогда это два разных прожога. Это бассейн Барбатер, а то прожог под корпусом реактора. Значит, как проверяли, мы уже прожгли насквозь отверстие, значит, сделали туда и представляли прибор. Там, значит, нормальная обстановка. Значит, это не первое отверстие. Одно мы прожгли, туда завели трубопроводы для подачи бетона под реактор и азота жидкого для охлаждения. Да, здесь работают вот, значит, представители Московского управления Центра энергомеханизации. Центр энергомеханизации. И местные Укрэнергомеханизации. Вот этот товарищ, который сейчас ведет сварку, можно попросить его на минутку подойти и представиться? Бассейн Барбатер – это бассейн водяного охлаждения. Он для сборки воды под реакторное помещение. И если туда попадет раскаленный металл, то неминуем взрыв паровой. В основном-то за этот бассейн Барбатер очень переживали, что туда попадет расплавленная масса из реактора путем прожига этого реактора. А при попадании внутрь этого бассейна Барбатера возможен был паровой взрыв. Если можно, на минутку маску снимите. Маску. Представьтесь, пожалуйста, имя, фамилия, откуда вы? Соколов Геннадий Николаевич, с города Украинка. А вы давно уже здесь работаете? 23 числа. Как вы считаете, работа идет нормально? Пока нормально. Управление какое? Укрэнергомеханизации. Украинский участок. Ясно. Пока идет все нормально? Пока все нормально. Вы с домашними связь имеете? Нет пока. Почему? Недавно приехал, скоро домой. Как у вас смены короткие? По 4 часа. И потом отдых? Да. Ясно. Спасибо большое. Пожалуйста. Удачи вам. Спасибо. 4 часа – это 50 рентген в час. То есть 20 БЭР. Вы близко к реактору находитесь? 4 часа – это 5 рентген в час, не больше. Заходим за эту стену, там мы будем находиться под реактором. Сколько метров до реактора остается? Буквально несколько. Я там не... Несколько метров, сколько? Ой, ну он начинается непосредственно за стенкой, но до центра, наверное, метров 10. Будьте добры, представьтесь, мы с вами разговариваем, не познакомились.
Заместитель управляющего средства энергомеханизации. Соловеев Александр Павлович. А ваш коллега? Начальник управления Укрэнерго Шевченко Анатолий Васильевич. Вы здесь находитесь, потому что съемка или частная? Нет, отсюда не выходит. 13 числа. 13 числа. Он прожигал первое отверстие, значит, а нам поручено второе. Вам страшно? Нет. Зачем? Совсем не страшно? Абсолютно. Абсолютно. Ну, сначала было вроде страшновато, а потом привыкаем. А вы... Так, Ну, что тут бояться? Мы же проверяем приборами периодический уровень радиации. Здесь нормально. зачем совсем не страшно? Абсолютно. Абсолютно не страшно. Гайдаш Александр Павлович, здесь у вас проверяют постоянно дозиметрию. У нас прибор есть с собой, мы сами смотрим, и приходят дозиметристы, приходят каждые 2 часа, проверяют обстановку здесь. Обстановка реально нормальная. Нормально, вполне. Спасибо большое. Пожалуйста. Ну, я думаю, что мы за 2 суток прожгем. Так, надеемся, во всяком случае. Если... И пока не пробьете, не уйдете. Хорошо. Вот здесь. Ну, а как же уходить? Конечно. Пока не сделаем, будем работать. Так сколько у вас на работе рентген получается? Ну, где-то по 6 у нас в день мы зарабатываем. Это вот золотой коридор. В нем старались мы бегать. Бегом до тех пор, пока окна не завесили свинцом. В этом коридоре была мощность дозы, местами доходила до 5 рентген в час. А местами вот здесь, особенно когда проходил между... А вот участок. В этом месте как раз падала мощность дозы. И здесь уже можно было бежать менее интенсивно. Значит, здесь мощность дозы где-то была в районе 1 рентгена в час. А вот это Артамонов Борис Николаевич. Мы с ним работали вместе после аварии. Он работал на спецпредприятии «Комплекс» начальником планово-экономического отдела. Сейчас он жив, здоров, вот такой же худой. Позировать не надо, интервью давать никому не надо. Работали, доработали. А сейчас труднее? Ну, сейчас перед камерой труднее, конечно. Неужели труднее, чем там? Конечно, труднее. Волнуюсь. Я там не волновался, а здесь волнуюсь. Но все-таки что вы расскажете вот о той первой дырке? Ну что, в общем-то, нас было первых 4 человека. Значит, все ребята такие, с малой механизацией, с нашего участка. Ребята хорошие. Значит, в общем-то, самое трудное было забросить оборудование туда, потому что мы никогда с радиацией не сталкивались. Поэтому неизвестность вот это. Страшно было? Ну, не страшно было, в общем-то, шли. А потом обвыкли и стали вот нормально работать. Ну, позвали, привели, там замминистра сидел, сказали, ребят, надо прожечь дыру. Ну, значит, мы быстренько нашли, я поехал сюда с Маголой Игорем Сергеевичем. Проверили, где эту дыру, нашли место. Остается только одно сказать, как молоды мы были. И все соглашаются? Все без разговора. Нет, ну как все соглашались? Некоторые отказались. Почему? Кого, значит, все первые работали нормально. А вот, да, самые первые. А один вот товарищ, я, правда, с ним не разговаривал, который занимался непосредственно этой работой, почему-то сбежал куда-то. Не нашли. Ну, трудно, конечно, понять можно.